Битва за уничтожение Ракудзуичи. Тихира против Кьоры, главы клана Сазанами, способного тягаться даже с владельцем магической катаны, каким и является главный герой. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую мангу, манхву-маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. К выпуску 38 главы Кагурабачи Хакадзона подготовил для нас обложку третьего тома, приуроченной к арке аукцион Ракудзуичи с главным героем и катаной Небеса Бездны, которую он успешно вернул себе в прошлой главе. Ну и вишенкой на торте стала цветная страница с Тихира и Хакури. Как по мне, данная цветная страница выглядит даже лучше, чем обложка тома. Я бы даже на месте автора выбрал ее на обложку. А как вам новые арты от Хакадзона? И какие из этих двоих вы бы поставили на обложку третьего тома? Переходя же к повествованию, нас перемещают на несколько десятков секунд до того, как главный герой оказался в пространственном хранилище клана Сазанами. Сумев перенести свой предмет в другое пространство, Хакури заявил, что его отец также перешел в хранилище, дабы удостовериться в сохранности товара. А то, что они сейчас видят на сцене, был не он, а его голограмма. Кьора обладал магией, способной проецировать сознание в другое место, что и позволило ему даже в такой непредвиденной ситуации продолжать вести аукцион. Но самое важное произошло как раз таки во время небольшого разговора Ракухира со своим союзником. Ведь мы знаем, что Хакури не может управлять чужим пространством, но ГГ ему все же удалось переместить в хранилище, потому что Тихира имел некую связь со своей магической катаной, которая уже была зарегистрирована в пространстве Кьоры. А так как Небеса Бездны была пропитана духовной энергией ГГ, то Хакури удалось зарегистрировать и Ракухира в хранилище клана Сазанами. Поэтому, оказавшись внутри пространства Кьоры, главный герой собирался убить своего противника, больше не боясь, что все это место будет уничтожено вместе с его владельцем. Ибо с осознанием своей истинной магии Хакури смог подтвердить гипотезу Тихира, что со смертью главы клана Сазанами пропадет не само пространство, а доступ к нему. Ну а поскольку Хакури с магией первого патриарха способен порешать все эти вопросы, ГГ мог полностью отдаться битве, больше не боясь за последствия. И затем, активируя технику Нисики, тем самым многократно повысив свои характеристики, Ракухира тут же активирует черных рыбок Кура, технику разброс, создав сразу множество духовных рыбок. Кьора же при всей сложившейся обстановке не видел особого повода для паники и был готов сразиться насмерть, чтобы вернуть себе катану главного героя, полученную в сделку на Хакури, и защитить Ракудзуичи. Тихира, видя рвение своего противника, считал, что лучше бы он так благоразумно относился к своему сыну Хакури. Тогда бы, возможно, сегодня глава клана не оказался бы в таком положении. После чего, полностью слившись в окружении духовных рыбок, Ракухира стремительно сократил дистанцию за своим противником и уже направил клинок на отсечение его головы. Но Кьора, контратакуя в ответ также клинками, в последний момент успел предотвратить свою кончину. Изначально глава клана не видел реальной возможности победить владельца магической катаны в битве 1 на 1. Вот только если битва будет проходить в его пространстве, которое полностью подчиняется его воле, он был уверен, что сможет одолеть даже того, кто обладает магическим клинком. После чего Кьора начал неистовый шквал атак по оппоненту, но обладая превосходящей скоростью, главный герой успевает увернуться от всех этих шипов. Однако противник, помимо шипов с катанами, также использовал прикрепленные к ним гранаты, нанося огромный урон по области, подрывая всю эту конструкцию. И уже с этим главному герою было не так легко справиться, как с банальными шипами. Еще и Кьора не отступал ни на миг, переместив к Ракухира десяток таких гранат прямо вплотную. Вот только ГГ не растерялся и тут же широким взмахом катаны рассек все гранаты и всю же секунду попросил Хакури переместить их отсюда, который естественно телепортировал их на места преступников, пришедших на этот аукцион. Честно сказать, данный мув был настолько сочным, что у меня просто нет слов, чтобы описать, насколько круто это было продемонстрировано. К тому же самому Кьоре было неприятно принимать
понимать тот факт, что его обставили в его же пространстве. Ведь Хакури может перемещать все, что содержит в себе хоть мизерную часть духовной энергии главного героя, зарегистрированную самим же главой клана Сазанами еще в тот момент, как в это пространство была помещена 7-я магическая катана Небеса Бездны. Йори было хоть и неприятно осознавать, что в его пространство вмешивается кто-то другой, но в целом, несмотря на заявление оппонента, ему так и не удалось нанести урон владельцу этого места, а Тихира уже истратил приличное количество духовной энергии за этот бой. И поэтому глава клана Сазанами собирался продолжить изнурять своего противника в том же духе, дабы в конечном счете защитить Ракудзаичи. Однако вмиг Кьора заметил, что большая часть аукционного товара бесследно исчезла. А значит, первый же прием главного героя с разбросом многочисленных черных рыбок был предназначен не для сокрытия присутствия, а для того, чтобы пометить пленников частичкой своей духовной энергии, дабы Хакури смог переместить их от этого пространства в реальный мир. Осознавая свое положение, Кьора незамедлительно начал блокировать Тихира доступ к оставшемуся товару и с помощью своей голограммы попросил посетителей аукциона не покидать Ракудзаичи. Ведь сейчас будет представлена изюминка всего мероприятия. Лот, представляющий собой огромную ценность как для преступников, так и для госорганизации. Магическая катана Истинный Удар. То есть глава клана Сазанами решает тем самым усложнить задачу главному герою в заполучении клинка Истинного Удара, сиежеминутно выставив его на торги. И теперь Тихира придется поторопиться с уничтожением своего противника, пока его цель не попала в чужие руки. На этом глава заканчивается. Получилась она просто шикарная. Я как будто сегодня не мангу прочитал, а словно экшонистое кинцо посмотрел. Представляю, как это все будет клево смотреться в анимации. Ну а пока нам остается ожидать следующую главу с уничтожением Ракудзаичи. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.